Грув-метал – жанр с высоким потенциалом, но так как в последние 30 лет было выпущено много шедевров, молодым группам тяжело пробиться, и это можно сказать на самом деле обо всех жанрах. К счастью, я нашла немало интересных групп и альбомов, и хочу с вами ими поделиться. Сегодня я вам расскажу как об устоявшихся в грув-метале группах, так и о новичках. Грув-метал группы имеют тенденцию использовать среднетемповые трэшовые рифы. Обычно гитаристы играют низкочастотные пауэр-аккорды и соло на средних ладах, применяя технику глушения струн ладонью. Тембр характерен сильными басами, обычно с резким искажением. Как и в большинстве других стилей металла, в грув-метале басовые линии обычно вторят рифмом ритм гитары, но иногда используются как введение в гитарный риф или как интермедии, когда рифы гитары не акцентированы. Для бас-гитары повсеместно используется эффект distortion. В ударных типично применение двух бас-почек с акцентом на волнообразном их использовании, а не на скоростных басовых перестуках и бласт-битах, используемых в других экстремальных металл-стилях. Первая на сегодня группа Accuser. Accuser, группа из Германии, начала свою деятельность много лет назад, как и многие, вдохновляясь трэш-металлом Bay Area. На протяжении многих лет, альбом за альбомом, они развивались. С момента их дебютной работы в 1987 году ребята создали 11 альбомов, последним из которых стал The Mastery в 2018. Музыка Accuser никогда не была скучной или низкого качества, и их новая работа определенно подтверждает это. Альбом предлагает солидную коллекцию трэш-грув треков. Компоненты трэш-музыки часто берут верх над грув, и в этом отношении новая запись немецкой группы, кажется, возвращает слушателей в начало их музыкальной карьеры, что абсолютно не является негативным элементом. Единственный недочет The Mastery, как по мне, заключается в том, что сложно найти настоящую искру новизны или особый элемент инноваций. Далее идет группа Jungle Rot. Jungle Rot за эти годы добились хорошей репутации в дэт-метале, поэтому немного странно находить их альбом среди лучших в грув-метале. Конечно, их звучание сохранило многие элементы дэт-металла, но на данный момент стиль, в котором сейчас играет американская группа, определенно ближе к более брутальному и быстрому грув, чем чистому и каноничному дэт. Их рифы являются действительно мощными, линейными, взрывными, и они часто напоминают ранние работы Sepultura. Один недостаток, который я могу выделить, это отсутствие однородности между треками. Первая часть альбома захватывает дух, и песни бьют вас по лицу. Во второй половине, к сожалению, качество песен не остается на том же уровне, и это каким-то образом нарушает атмосферу, которая была создана в первой части альбома. Далее идет группа Ectomorph. Существуют сотни металл-групп, вдохновленных какой-то легендарной группой прошлого, и Ectomorph не является исключением. Ectomorph — грув трэш-метал-группа из Венгрии. Похоже, настолько этим прониклась, что кажется, что вся их музыка вдохновлена не просто общим стилем, даже не одной группой, а действительно специфическим и четко определенным альбомом, который является знаковым для группы Sepultura, а именно House AD. Конечно, эти ребята не будут вознаграждены за их изобретательность и инновации, но если вы ищете альбом с мощным металл-звучанием, то вы не будете разочарованы. Далее идет группа Machine Head. В одном из недавних интервью я услышала, как лидер группы сказал, что сегодня он не в состоянии написать такой альбом, как Burn My Eyes, по той простой причине, что его жизнь изменилась, очевидно, к лучшему, а также характер и ярость, из-за которой родились песни его первой записи, больше не являются частью творческого процесса. Проблема Machine Head, однако, заключается в том, что вместо развития их индивидуального звучания, более подходящего для нового этапа зрелости, группа начала ходить кругами между грув, трэш-металлом на разных этапах и что-то вроде нью-металла. Песен в среднем темпе, которые, по правде говоря, лишены экспрессии. Но если вы не слышали альбом Burn My Eyes, то вам определенно стоит с ним ознакомиться. Далее идет группа Soulfly.
Бразильский вокалист и гитарист Макс Кавалера основал Soulfly после своего ухода из группы Sepultura в 1996 году. В 1997 году Макс занялся созданием нового музыкального проекта, который позже получил название Soulfly. Первые два альбома Soulfly выдержаны в популярном в 90-х годах стиле New Metal. С начала 2000-х годов группа стала полномерно утяжелять звук, привнося в свое звучание грув метал. На пятом и шестом альбоме звучание группы отклонилось на стык грува и трэш-металла. В последующих альбомах к этому сочетанию добавились элементы дэт-металла, музыка стала более агрессивной, а звук более плотным. Основными темами лирики являются вопросы религии и духовности человека. Война, насилие, агрессия, рабство, ненависть и гнев. Вам я советую заценить их бодренький, почти свежий альбом «Ритуал». Ну что ж, если вам понравилось это видео, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и напишите, какие еще крутые группы вы знаете в грув-метале. Спасибо за просмотр. Пока!